Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный и простой в приготовлении сметанный пирог с воздушной начинкой, которая напоминает суфле. В составе только самые простые продукты, поэтому давайте готовить его вместе со мной. Список всех ингредиентов вы сможете найти в описании под этим видео. За кадром я уже разделила яйца на белки и желтки. Желтки пойдут в тесто, а белки я буду использовать в начинку. И начнем с приготовления теста. Понадобится 80 граммов сливочного масла комнатной температуры. К нему добавляем 70 граммов сахара, щепотку соли и взбиваем миксером до посветления и пышности. Дальше добавляем 3 желтка и перемешиваем еще пару минут до однородного состояния. После добавления желтков масса станет более воздушной. Отдельно соединяем 210 граммов муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Хорошо перемешиваем. Постепенно просеиваем в общую массу и перемешиваем уже лопаткой. Как только вмешалась одна часть муки, просеиваем следующую. Когда лопаткой уже становится сложно мешать, собираю тесто в комок уже руками. Долго замешивать такое тесто ни в коем случае не нужно, чтобы оно получилось более рассыпчатым и вкусным. Кстати, из такого теста получается очень вкусное рассыпчатое песочное печенье. Можно просто раскатать, вырезать кружочки и выпечь в духовке. У меня тесто уже готово. Оно получается мягкое и совершенно не липнет к рукам. Тесто легко разламывается и не тянется. Это значит, что оно приготовлено правильно. Делим его на 2 неравные части. Меньшую часть кладем в пакет. Немного его прижимаем, чтобы оно быстрее охладилось. И убираем в морозилку примерно на 30 минут. Пока мы будем заниматься начинкой, оно как раз остынет. Вторую половинку побольше кладем в форму и распределяем. Выпекать пирог я буду в форме диаметром 20 см. Дно формы я застелила пергаментом, а бортики смазала сливочным маслом и присыпала мукой. Для такого пирога также подойдет форма диаметром 22 или 24 см. Сначала я формирую донышко, а затем растягиваю тесто на бортики высотой примерно 3-4 см. Если у вас форма большего диаметра, то бортики делайте чуть ниже. Тесто получается очень мягкое, не липнет к рукам и его легко распределить. Старайтесь, чтобы переход между донышком и бортиком был минимальным. Форму с тестом пока убираем в холодильник и займемся приготовлением начинки. Здесь у меня 3 белка, к ним добавляю щепотку соли и начинаю взбивать на маленькой скорости миксера. Продолжая взбивать, постепенно добавляю 100 граммов сахара. Сразу скажу, что пирог получается в меру сладкий, поэтому если вы любите более сладкие десерты, то смело увеличивайте количество сахара. Можно добавить 120 или 150 граммов. После того, как добавили весь сахар, увеличиваем скорость миксера и взбиваем белки до устойчивых пиков. Вот посмотрите, до такого состояния будет достаточно. Больше взбивать не нужно, и пока убираем их в сторону. Здесь у меня 400 граммов сметаны 20%. В данном рецепте подойдет сметана абсолютно любой жирности, но лично я в выпечке предпочитаю использовать сметану пожирнее. На мой взгляд, так получается гораздо вкуснее. Добавляю к ней 40 граммов кукурузного крахмала и все хорошо перемешиваю венчиком, чтобы разошлись все комочки и масса стала однородной. Если нету крахмала, его можно заменить на такое же количество муки. Я перемешиваю все венчиком, но чтобы было быстрее, можно перемешать и миксером. Когда масса станет уже однородной, начинаем постепенно добавлять взбитые белки и перемешиваем уже лопаткой, аккуратными, но уверенными движениями снизу вверх,
чтобы начинка осталась такой же воздушной и пышной. Конечно, можно перемешать и на маленькой скорости миксера, но очень аккуратно, чтобы не перезбить белки. Духовку я уже включила разогреваться до 180 градусов. Еще я предлагаю приготовить очень вкусный и нежный бисквитный медовик с кремом из вареной сгущенки. Он готовится очень просто, без раскатки коржей и в составе только самые простые продукты. Подробный рецепт уже есть на моем канале, ссылку оставлю в описании. Также оставлю ссылку на свой телеграм-канал, где я делюсь простыми и домашними рецептами в удобном текстовом формате. Можете зайти, посмотреть и подписаться. В итоге получается вот такая однородная и очень воздушная масса. Форму с тестом достаем из холодильника, выливаем начинку и распределяем. По желанию можно добавить какие-нибудь ягоды или кусочки фруктов. Подойдут как свежие, так и замороженные. Второй кусочек теста достаем из морозилки. Пока мы занимались начинкой, оно уже хорошо охладилось и стало более плотным. Натираем его на крупной терке и распределяем по верху пирога. Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут. Если вы использовали форму большего диаметра, то пирог пропечется быстрее. Мой пирог уже готов. Посмотрите, какой он высокий и красивый. Начинка равномерно приподнялась по всему периметру. Это значит, что пирог хорошо пропекся. Конечно, суфле в процессе выпечки имеет свойство трескаться, но это не страшно. После остывания она немного осядет и все трещинки закроются. Оставляем его в форме полностью остыть. Мой пирог уже полностью остыл. Аккуратно прохожусь ножом по краю, снимаю форму, перекладываю его на подложку и убираю бумагу. Если вы любите сметанные десерты, то я очень рекомендую попробовать такой сметанный пирог. Он получается очень красивый, вкусный и готовится без лишней суеты. Сметанная начинка очень нежная и воздушная, как облачко. А песочная основа получается рассыпчатой и очень вкусной. Как я уже говорила, он в меру сладкий, поэтому если вы не увеличили количество сахара в начинке, то перед подачей можно посыпать его сахарной пудрой. Кстати, мой муж любит поливать такой пирог растопленным шоколадом. Получается тоже очень интересно. Если будете готовить, то обязательно присылайте свой результат ко мне на почту или в мою группу ВКонтакте. Все ссылки есть в шапке моего канала. Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и обязательно напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!